Добрый день, уважаемые кулинары! Бывают случаи, когда сделали много сдобной выпечки, а съесть ее не успели. У меня остался кулич. Предлагаю вам сделать из него хлебный пудинг. Для приготовления нам понадобится любая сдобная вчерашняя выпечка, яйца, сахар, молоко, сливочное масло, соль, ванильный сахар, белый шоколад и клюква. Ну что, приступим? С выпечки необходимо удалить все корочки. И теперь мне нужно ее нарезать на кусочки толщиной примерно в 1 сантиметр. Порезали, уберем пока в сторону. В чашу, где удобно будет макать наши кусочки, наливаем молоко. Добавляем яйца, соль, ванильный сахар и тщательно перемешиваем венчиком. Подготовили, пока отодвинем в сторонку. Шоколад нужно измельчить некрупным кубиком. Порезали, уберу пока в сторонку. Смазываем форму, где будем выпекать наш пудинг, сливочным маслом. Приступаем к сборке нашего пудинга. Каждый кусочек макаем в смесь и выкладываем в форму. Пустоты можно заполнить кусочками. Сверху выкладываем немножко сухофруктов. У меня клюква, можно использовать изюм, курагу, немного шоколада. И выкладываем следующий слой. Опять клюковка, шоколад и снова слой хлебушка. Не страшно, если кусочки ломаются. Сверху выливаем оставшуюся яично-молочную сладкую смесь. Выкладываем оставшуюся клюковку, оставшийся шоколад. Сверху тоненькими кусочками, небольшими, раскладываем сливочное масло. Если получится слегка размазать, то размажьте. И последний штришок, для того, чтобы была красивая румяная корочка, сверху слегка присыпем сахаром. Отправляем выпекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 45 минут. Вот такой красивый пудинг у меня получился. А аромат от него просто умопомрачительный. Пудинг подают к столу теплым или остывшим, как вам больше понравится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Обязательно отвечу. Приятного аппетита! Пока!